Приветствую вас, друзья, на кухне Ассорти про еду. С вами, как всегда, Виталий. Сегодня очень жаркий день, поэтому мы пытаемся снимать видео таком очень в жару нереальную. Хотя мы недавно приехали из Египта, есть кое-какие видосы на лайв-канале. Внизу будет ссылочка Ассорти про еду, лайв-канал, в котором тоже будут некоторые моменты и про еду, да, и про всякую небольшую такую откровенность из нашей жизни. Веселые видосики, так что заходите, можете посмотреть. И сегодня у нас люляк. Герой посиделок, герой обедов, герой праздничного настроения. Это люля-кебаб из говядины. И я вам сегодня обязательно постараюсь научить именно, чтобы у вас люляк не падал, чтобы он был сочный, что нужно делать, а что не нужно. Так что видео будет вот такое. Оставайтесь со мной, можете подписаться на канал. Поехали, ребятки. Что нам для этого нужно? Конечно, говядина. Говядину берем. Мясо красивое. Берем или с жирком говядину. Но если вам попадаются вот такие вот жилки, видите, вот такие вот, их обязательно нужно вырезать. Люляк готовится очень быстро, и говяжьи жилки ни за что не приготовятся, а даже если они будут перекрученные, они не успеют приготовиться, они будут такие похрустывать на зубах, и вы их будете потом доставать из всех неудобных мест в зубах. Для того, чтобы он держался, я в этом рецепте не буду использовать курицу, а буду использовать только говядину и свиное сало. Свиное сало, конечно, если у вас есть курдючок, обязательно замените сало на курдюк. Что из пропорций? Все просто. Да, конечно, лук, и там приправки некоторые, это немножечко потом. У меня 2 килограмма. Давайте я вам скажу просто из килограмма. На 1 килограмм говядины 200 грамм сала и 100 грамм лука. Все. И примерно 10-12 грамм на килограмм готовой смеси, готового фарша, соли. От этого можете плясать. Любите посоленее, туда-сюда, как вам уже понравится. Так что выбираем жилочки и перекручиваем. Перекручиваем на чем? Вот такая вот у меня, смотрите, я вам покажу из расчета ладонь, видите, ладонь, это примерно 5 миллиметров. Почему я перекручиваю? Немножко такой теории, но, ребятки, она очень-очень нужная теория. Почему я не рублю топориками? Хотя у меня есть топорики, у меня все есть для этого, для рубки. Потому что мы фарш, после того, когда мы нарубим, мы потом его сильно-сильно отбинаем, мнем, выжимаем. Что из этого фарша получается? Конечно, фарш для люляка. Но от этого процесса, от трубки, каждый кусочек, он все равно будет расползаться, разбиваться. Зачем делать ненужную работу? Я, например, не люблю на кухне делать ненужную работу, а делать только ту работу, которая нам приносит от этого пользу нашему блюду и, конечно, нам. Поэтому перекручиваем на не мелкой, а на 5, 7, 8 миллиметров фарш. Лук обязательно режем, мелко-мелко режем, потому что сок из лука, когда мы его будем перекручивать, очень сильно будет разжижать фарш, нам этого тоже совсем не нужно. Поэтому мелко режем и все перекручиваем. И добавляем лук в наш фарш. Добавляю соль. Количество фарша примерно столовую ложку сухого чеснока.
чайная ложка кориандра, черный перец, чайная ложка кумина, ну, чайная ложка сумаха. Смотрите, у меня еще здесь вот появилась вот такая вот приправа. Я при нее не хотел говорить, но как бы, потому что не все ее имеют, я просто добавляю это приправу куриная египетская приправа. Просто я ее привез из Египта, и не знаю, сложно, дойдете вы такую или нет. Поэтому в составе здесь нет острого перца. Что за смесь? Я честно не знаю. Вот просто не знаю, поэтому увольте, ругайте или как хотите, но так есть. Что нам с этим нужно сделать? Нам сейчас нужно это все обязательно хорошо перемешать. Просто руками. Вымешиваем мясо. Можете вот такими движениями, как я вымешиваю. Примерно 10 минут. Но, ребятки, не меньше. Если вам лень вот эту делать процедуру, вот такого выбивания, тогда просто перекрутите 2 раза фарш. У вас получится такая на мясорубке. Перерубите. Поэтому у вас получится, конечно, более такая похожая, фарш более похожий на эмульсию. Но я в этом деле не люблю лениться, а сделать вот так, как я делаю. У вас получится всегда сочный, шикарный люляк, и он не будет падать ни с чего. Я вам даже, если у меня будет время его проморозить, потому что сейчас приезжают гости, и у меня просто может не быть долгого времени его охладить. Его нужно в холодильничке подержать минимум каких 3 часика, это минимум. А если 5-6 часов, ребятки, сало обвяжет мяско, каждый кусочек, выделится белок, и этот фарш, вот он уже сейчас начинает, видите, я его только начинаю бить, он уже такой, он уже начинает быть такой, как пластилин. И я его пожарю даже на очень тонком шампуре. Не обязательно вам покупать вот такие вот специальные люлячные шампуры, хотя на них намного удобнее жарить. И вот у меня фарш уже почти готов, и в конце я добавляю кинзу. Обязательно добавлять или нет, я вам не скажу, что вот обязательно. Это, конечно, каждому по вкусу. Можно, конечно, добавить даже и побольше ее, на 2 килограмма. Вот этот вот у меня очень мало. Вот, добавит очень нежненько. Каждый выбирает себе по вкусу. Так же самое мелко-мелко ее рубим. Не перекручиваем. Перекрутить с фаршем тоже будет просто каша, и вкуса никакого не получится. Я уже пробовал. Вот, сейчас в конце, смотрите, вот готовность проверяется. Вот вы берете кусочек мяса, приклеили вот так вот к руке, да, и оно вот, прилепил, видите, и оно уже держится. Но это еще не конец. Берем вот такой вот, например, в ладошке, чтобы помещался вот такой вот комочек, видите, хороший, красивенький, и вот его мы вот так вот отбиваем, видите, вот так. Каждый кусочек примерно раз 10 нужно вот так вот хорошо ударить. У меня на улице жара больше 30, поэтому мясо сразу же расползается, приобретает такую интересную консистенцию, совсем не как когда прохладно. Все, ребятки, закатываю в пленочку и убираю в холодильник. Офигенный сделаем соус вообще для всех мясных блюд. Он для шашлыка подойдет, для люляка, для, там, не знаю, для любого
кебаба, там для всего, чего пожелаете. Что самое главное, это огурчик. Выбираем семечки. Вот такая долька чеснока. Дальше свежая мята, свежая кинза. Примерно пол чайной ложечки. Вот так вот. Вот возьмем немножко свежего базилика. Вот так. Еще. Вот так вот все это сюда. Будет очень вкусная, ароматная такая. Офигенная такая соуса. Вот, это пока в сторону. Добавляем лимон, сок лимона. Вот так вот. Не усердствуем, потому что много не надо. Примерно 1 чайную ложку. Будет очень много кислоты, будет не очень хорошо. Немножечко водички. Вот так. Перец чили анчос. Это не острый чили перец. Видите, он такой, как вам показать? Видите, какой он? И он не острый, он очень душистый. Но в таких он в баночках продается. Вот видите, какой он. Как бы чили, но он не чили. Он по остроте вот самый-самый-самый, если видно, может, самый слабый. Потому что он вообще не острый. Вот его сюда надо такую почти чуть ли не 2 чайные ложки. Немножко соли. В конце на соль выровняем. Вкус. Все, закрываем. Душистый. Обалдеть. Добавляю сюда вот эту неострую часть чили перца. Мелко-мелко-мелко его нарезать. Очень меленько. И сейчас самый главный ингредиент — это греческий йогурт. Берем вот греческий йогурт и вот сюда выкладываем. От греческого йогурта получается очень хорошая такая структура, видите, такая гладкая. Немножечко вкрапления чесночка. Не чесночка, а чили перца. Вот сейчас можем попробовать на соль. Но по моему опыту, я думаю, что все будет в порядке. И вот сейчас вот этот вот соус убираем в холодильник. И он перемешается сейчас все вкусы, дождется люлячки и будет обалденно. Итак, мяско у нас, фарш пролежал всю ночь. Вот и сегодня, я говорил, по-моему, 3 или 4 часа, но так не получилось. Немножко дольше. Водичку надо. Холодный шампур. Я их вот так вот держу в ведре. Вот сейчас покажу вот так вот. О! Они вот так вот у меня холодные. Когда я его достаю из ведра, я беру его вот так вот протираю. И, ребятки, не обязательно иметь вот такой вот широкий шампур, потому что держаться он у нас будет и без него. Вот. Примерно вот по такому вот кусочку. И одеваем, распределяем по всему. Не надо делать такие толстые, огромные такие колбасы. Да, сделать такую средней толщины. Так вот делаем тонкие, защемляем. Я, конечно, не профи, не такой кебабщик. Вот, потом берем вот так вот и делаем вот такой вот рисуночек. Вот так вот распределяем фарш.
Вот так вот по всей длине. Еще немножко здесь вот это клею. Здесь. Вот так вот все остальные пойдут. Тут люляк будет держаться, когда тут такое настроение. Так, выкладываем уголь весь сюда. Выкладывать вот так. Вот так. Вот так. Вот так вот под помидорчики. Вот так вот положим. Вот так вот. О, смотрите, какая красота. Вот так вот. Вот так вот. О. Вкусные. Они черри, они обжарятся немножечко на жару, полопаются и подсохнут, а станут такие, более такой яркий вкус томата будет просто вообще шикардос, просто вообще будет обалденно. Да, переворачиваем, переворачиваем. От этого, что немножечко раскрывается, это ничего страшного. Это я, видите, вот как хорошо держится даже на тоненьком шампуре, видите. Хорошо обжарится. Это я просто тут пока готовил и немножко прозяпал жар. Вот что. Поэтому жар должен быть обязательно очень-очень хороший. Тогда у вас все будет реально шикарно. Эти помидорки обжариваются. Сейчас мы вот так вот возьмем. Во. Маслица, немножко соль, черный перец и лимонный сок. И вот так вот по ним, вот так вот сверху, вот так вот. Вот так вот. Во. Они будут просто шикарные. Лаваш. Оп. Вот так вот. Один. Вот так вот. О. Второй вот так вот. Это вот все прогреем. Будет просто вообще, это будет вам сказка, называется. Сейчас вот это вот делаем так вот наверх. Так вот. Смотрите. Смотрите, как он крепенько, красивенько держится, вы понимаете? Даже можно вот на таких вот тоненьких. Так вот попробуем саму. Опа, сейчас, ребятки, я вам надломаю. Вот так вот. И посмотрим сочно, смотрите. Видите, вот это значит сочный люляк. Вот это очень сочный. Дальше сюда обязательно так вот огурчика. Маринованный так вот лучок. Вот это вот. Так вот. Ах, помидорку. Немножко вот наверх укропа. И обязательно наш шикарный соус. Вот так вот. Вот так вот, ребят. Немножечко. Опа. Опа, так вот все. Видите, какая там красота, а? О! Ой, сочные, шикарные, ребята. Это соус вообще бомба к такому люляку. Ребятки, я вот не буду рассказывать про вкус, потому что приправками, конечно, можно я еще раз укушу так. Он такой, чувствуется кусочки мяска. Ребятки, офигенно. Самое главное,
Немножечко мне с видосом сложно соединить угли, температуру углей начала. И вот это вот все, что я накладывал, нанизывал, люляки наши. Поэтому, ребятки, готовьте сразу вот угли, чтобы был вот самый первый жар. Потому что нам нужно очень хорошо запечатать мяско. А готовится он примерно минут, в зависимости от толщины, конечно, 15-20. Не обязательно покупать вот такие вот, типа, сказать, такие красивые такие шампуры. Отлично, видели, они готовятся и вот на таких. Отлично она держится, ничего не падает, никуда не сваливается. Вот. Помидорки, это вообще, это вот, я это отдельно один попробую. Сказка. Яркий такой томатный вкус. Просто обалденно. Так что, какие еще нюансы по готовке? Хорошо его охлаждаем. Холодные шампура. Самое главное, это хорошо вымесить, ребята. Если не домесите, будет падать. Мясо лучше не кумпяк покупать, а переднюю лопатку. Она очень хорошо вымешивается, и хорошо тогда белок выступает на мясе. Его вот видно сразу, вот смотрите, я вам покажу вот такие моменты, когда вы мясо жарите, вот видите, вот он. Вот это белок. И вот этот вот белок именно, он тогда схватывается на мясе. Если вам попадется кумпяк, особенно если водяной, вы покупаете в магазине, бывает вот нарезанный, бывает еще такое мясо, где вот красиво, как бы красивое лежит, но оно такое вот сверху очень яркое, такое сочное, красивое. Это мясо, которое обработанное. В него бывает еще при том воды набивают или еще чего-то там, я не знаю, но из него бывает и люляки не получаются, реально. Оно просто падает, и нету в нем белка напрочь, как будто оно там искусственное, травяное какое-то. Ну что, ребятки, я показал, как один из видов, я готовлю один из видов люляка. Вкусный, отличный рецепт, шикарный. Как замесить, как приготовить на простых, на тонких шампурах. Хорошего вам лета, хорошего вам отдыха, хорошего вам вкусной еды. Всего-всего вам самого-самого лучшего. До новых встреч. Они уже скоро. Ребятки, пока.